Обострение вокруг Ирана стремительно переходит из плоскости риторики в фазу прямого давления, где политические заявления, военные приготовления и информационные сигналы начинают складываться в единую картину. В американском эстеблишменте все громче звучат голоса, утверждающие, что военный сценарий против Тегерана – лишь вопрос времени. Один из самых близких к Дональду Трампу сенаторов, Линдси Грэм, фактически озвучил эту позицию напрямую, заявив, что удар по Ирану неизбежен и может быть нанесен в любой момент. Его слова о том, что он не спал и не ел несколько дней, ожидая атаки, выглядят не просто эмоциональной бравадой, а демонстрацией настроений внутри части американской элиты, воспринимающей происходящее как финальную фазу противостояния с Исламской Республикой. На этом фоне персоязычные оппозиционные ресурсы, включая базирующийся в Лондоне телеканал Monoto TV, распространили информацию о том, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 96 часов, а целями станут объекты корпуса стражей Исламской революции и формирование Басидж по всей стране. Эти сообщения все чаще трактуются не как утечка, а как элемент ультимативного давления, либо капитуляция и отказ от сопротивления, либо начало силовой фазы без возврата к переговорам. Косвенным подтверждением серьезности сценария многие считают и действия Израиля, который в последние дни ускоренно разворачивает системы противовоздушной обороны и переводит ключевые элементы инфраструктуры в режим повышенной готовности. Показательно, что арабские монархии Персидского залива, традиционно опасающиеся масштабной региональной войны, вновь выступили с заявлениями о недопустимости эскалации, однако эти миротворческие сигналы носят во многом ритуальный характер. За публичной обеспокоенностью скрывается стратегический расчет. Ослабление Ирана отвечает интересам большинства арабских режимов, и в случае прямого столкновения они предпочтут дистанцироваться, позволяя США и Израилю решать задачу силовым путем. Иран, в свою очередь, демонстрирует готовность к ответу. Командование аэрокосмических сил КСИР заявляет о полной боевой готовности ракетных подразделений, расширении производства вооружений и восстановлении всех повреждений, полученных в ходе предыдущих боевых столкновений. Иранские военные подчеркивают, что в случае агрессии ответ будет масштабным и не ограничится локальными ударами. Одновременно официальные источники в Тегеране пытаются снизить градус паники, утверждая, что спутниковые снимки не фиксируют резкого наращивания американского военного присутствия в регионе, хотя эксперты указывают на вероятность использования подводных лодок и крылатых ракет как основного инструмента первого удара. Ключевую роль в формировании нынешней конфигурации кризиса играет Дональд Трамп, который в последние дни сделал целую серию заявлений, выстраивающихся в единую линию давления. Он дал понять, что считает действия иранских властей в отношении протестующих пересечением ранее обозначенной красной линии, отметив, что в стране, по всей видимости, начались убийства людей, которые не должны были быть убиты. По его словам, американские военные уже изучают ситуацию и готовят крайне жесткие варианты реагирования. Трамп прямо предупредил, что если Иран продолжит казни и силовое подавление, Соединенные Штаты примут решительные меры, а любые удары по американским военным или коммерческим объектам приведут к ответу на таком уровне и по таким целям, в которые трудно поверить. Параллельно он заявил о намерении обсудить с Илоном Маском восстановление доступа к интернету в Иране, фактически подтвердив, что информационное пространство рассматривается Вашингтоном как еще один фронт давления. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о том, что Иран впервые применил технические средства глушения спутникового интернета Starlink, выведя из строя значительную часть трафика и лишив протестующих важного канала связи. Масштаб блокировки оказался беспрецедентным и показал, что Тегеран готов идти на крайние меры, расширяя контроль над коммуникациями на национальном уровне.
При этом Трамп заявил, что иранские лидеры уже выходили на контакт с его администрацией, предлагая переговоры на фоне нарастающего кризиса. Он интерпретировал это как признак усталости режима от постоянного давления и как сигнал того, что власти Ирана подходят к пределу своих возможностей. В логике американского президента этот шаг выглядит как признание слабости, которое, напротив, лишь усиливает желание внешних игроков довести процесс до конца. По сути, сам факт готовности к переговорам в момент масштабных протестов был воспринят как сигнал всем противникам Тегерана о том, что режим истекает кровью и уязвим. Ситуация внутри страны тем временем продолжает стремительно ухудшаться. По данным правозащитных организаций, число погибших в ходе подавления протестов исчисляется сотнями, а количество задержанных превышает 10 тысяч человек. Оппозиционные источники утверждают, что в ряде регионов фактически введено военное положение, на улицы выведены армейские подразделения, а власти сделали ставку не на диалог, а на силовое подавление любой ценой. На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с предельно жесткой риторикой, заявив, что в случае атаки Соединенных Штатов законными целями для Ирана станут как израильские территории, так и американские военные и судоходные центры по всему региону. Его выступления, адресованные лично Трампу, были выдержаны в духе открытого вызова и угрозы тотального ответа. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи, в свою очередь, попытался продемонстрировать контроль над ситуацией, обратившись к сторонникам власти и заявив, что массовые проправительственные демонстрации сорвали планы внешних врагов и их внутренних наемников. Однако подобные заявления все меньше убеждают наблюдателей, учитывая масштабы протестов и жесткость ответных мер. Одновременно Трамп перешел к прямым обращениям к иранским протестующим, фактически призывая их продолжать давление, брать под контроль государственные институты и фиксировать имена представителей силовых структур, обещая, что помощь уже в пути и что убийцы режима заплатят высокую цену. По сути, это выглядело как отказ от дипломатии и ставка на ускоренный демонтаж системы изнутри, без затяжной войны и длительной оккупации. Израиль в этой конфигурации действует как ключевой союзник США, переводя службы экстренного реагирования и медицинские структуры в режим повышенной готовности и одновременно лоббируя в Европе признание КСИР террористической организацией. Израильские СМИ уже обсуждают сценарии ударов по всей территории Ирана в случае краха системы, проводя параллели с действиями после падения режима Асада в Сирии. В Тегеране со своей стороны предупреждают, что любая страна, предоставившая свою территорию или базы для агрессии против Ирана, автоматически станет законной целью. Дополнительное измерение кризису придает дипломатическая эскалация между Ираном и европейскими государствами. Резкие заявления со стороны Берлина о возможном скором падении иранского правительства и подготовке новых санкций вызвали столь же жесткий ответ Тегерана, обвинившего европейских лидеров во вмешательстве во внутренние дела и двойных стандартах. Все это формирует ощущение, что пространство для компромисса стремительно сужается, а логика конфликта все больше подталкивает стороны к прямому столкновению. В результате складывается картина, при которой внутренний кризис в Иране, давление со стороны США и Израиля, информационная война и региональные страхи сплетаются в единый узел. Чем дольше сохраняется неопределенность, тем выше риск того, что одна из сторон попытается разрубить его силовым способом. И именно в этом контексте заявление Трампа, активность американских военных и жесткая риторика Тегерана выглядят не как разрозненные эпизоды, а как элементы сценария, который может реализоваться гораздо быстрее, чем многие готовы признать. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.